Решающий день в Берлине. Встреча американцев, европейцев и украинцев обсуждает мирный план. Сколько там осталось от первоначального варианта? Россия подбила второе гражданское турецкое судно в Черном море. Это уже война? 123 освобожденных белоруса. Лукашенко получил взамен возможность экспорта калия. Это как газ и нефть для Беларуси. Что он выторгует дальше? Мерц сравнил Путина с Гитлером и призвал не строить иллюзий. Кремль хочет пол Европы, а не только Краматорск и Славянск. Протесты в Будапеште. Десятки тысяч вышли на улицы после скандала с избиениями в детских домах, которые прикрывало правительство Орбана. Иран захватил танкер в Оманском заливе. Судоходство возвращается во времена пиратов. Здравствуйте! На нашем канале только главное. Смотрите, чтобы быть в курсе. Обязательно подпишитесь. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. Украина в обновленной версии мирного плана отвергла два ключевых пункта, на которых настаивает Владимир Путин. Как сообщает The New York Times, Киев исключил пункты о выводе войск с Донбасса и отказе страны от вступления в НАТО. По данным издания, Украина не готова полностью выводить свои войска из Донецкой области и сохраняет за собой право самостоятельно определять необходимость вступления в Североатлантический альянс. Контрпредложение было направлено в Вашингтон после серии интенсивных дипломатических контактов президента Владимира Зеленского в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. The New York Times отмечает, что такие условия, вероятно, не устроят Россию, которая требует территориальных уступок и блокирования пути Украины в НАТО. Издание также сомневается, что этот план поддержит Дональд Трамп. Ожидается, что документ обсудят на встрече спецпосланника США Стива Уиткофа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Берлине. Сейчас мы готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. В Берлине будет много событий. Состоится доклад Умерова и нашей переговорной команды по контактам, которые уже прошли. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Параллельно продолжаются переговоры украинских правительственных представителей с США и Европой о реальном восстановлении Украины и ее реальном развитии после войны. Самое главное, у меня запланированы встречи с представителями президента Трампа, а также встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, по фундаменту мира, политическому соглашению о завершении войны. Сейчас шанс значительный, и это важно для каждого нашего города, для каждой украинской общины. Мы работаем над тем, чтобы мир для Украины был достойным, и чтобы существовали гарантии. Прежде всего, гарантия того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Благодарю всех партнеров, которые помогают нам и помогают Украине. Военно-морские силы Украины обвинили Россию в целенаправленной атаке на турецкое торговое судно. По данным украинской стороны, в субботу российский дрон ударил по судну «Вива», которое перевозило подсолнечное масло из Украины в Египет. На борту находились 11 граждан Турции. Никто не пострадал. Судно продолжает путь в порт назначения. ВМС Украины заявили, что удар был нанесен в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, вне зоны действия украинской ПВО, что является нарушением международного морского права. Украинские военные сообщили, что находится на связи с капитаном судна. Днем ранее Россия атаковала два украинских порта. По данным ВМС Украины были повреждены 3 судна, принадлежащие турецким компаниям. На одном из них возник крупный пожар. Атаки произошли после заявления Москвы о возможном отрезании Украины от моря в ответ на удары Киева по так называемому теневому флоту России, перевозящему нефть. Опубликован полный список белорусов, вывезенных из Беларуси. Украинский проект «Хочу жить», который занимается обменом пленных, опубликовал полный список граждан Беларуси, освобожденных 13 декабря. В нем имена 109 человек. Проект подтвердил, что в Украину вывезли Виктора Бабарика, Марию Колесникову, Павла Северинца, Александра Федуту, Максима Знака, Марину Золотову, Владимира Лобковича, Викторию Кульшу, Елену Гнаук. Вот как комментирует процесс переговоров и освобождения политзаключенных специальный посланник Белого дома по Беларуси Джон Коул. Я считаю, что президент Лукашенко, которому за это следует отдать должное, действительно заслуживает большой благодарности. Я думаю, он движется вперед. Он хочет более нормализованных отношений с Соединенными Штатами и Западом. Мы движемся в этом направлении. И по мере того, как мы идем этим путем, я думаю, он открыт и к дальнейшей нормализации отношений с другими странами.
За последние 2 недели нам удалось добиться освобождения 152 заключенных. Сегодня мы получили 100 человек, которых удерживали украинцы, и еще 9 здесь. Мы сняли санкции с Калия, те санкции, которые были отменены. В результате месяцев переговоров общее число освобожденных составляет около 300 человек. И один из важных моментов – это поддержка, которую я получил от президента Трампа и госсекретаря Рубио. Государственный секретарь Рубио полностью поддерживал весь этот проект. Это помогает. Президент Лукашенко это видит, другие это видят, и это имеет большое значение. Кроме того, Джон Коул добавил, что США удалось добиться обещания от Лукашенко, что полеты белорусских воздушных шаров и метеозондов, срывающие авиасообщения в Литве, прекратятся. Он недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить эти шары. И я знаю, что Литва сделала все возможное, чтобы перекрыть получателей сигарет или чего там еще. Так что, думаю, обе стороны работают. Я считаю, что президент Беларуси искренне пытается разрядить ситуацию. Думаю, на это потребуется время, но проблему можно решить. Он хочет нормальных отношений с соседями. По крайней мере, он меня в этом заверил. У меня с Лукашенко хорошие рабочие отношения, и я ему верю, когда он говорит, что занимается этим вопросом и пытается его решить. Посмотрим. В будущем увидим. А вот как прокомментировала освобождение 123 политзаключенных лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Сейчас мы ждем еще только 8 человек. Здесь, в посольстве, 7 иностранцев и остальных. Этих людей неожиданно отправили в Украину. Но мы очень рады, что они в нормальном состоянии. Мы видели Марию Колесникову, ее улыбку, Виктора Бабарика, Максима Знака. Конечно, за решеткой остаются сотни людей. Мы думали обо всех, но... Нет, это процесс переговоров. Сейчас команда Бабарика будет включена в список, и, надеюсь, они присоединятся к нашему движению. Мы станем сильнее. Конечно, посмотрим, с какой стратегией они придут. Американские санкции вводились в основном за нарушение прав человека, и поэтому их можно использовать, чтобы освобождать людей. Но европейские санкции должны сохраняться для более серьезных вопросов, для необратимых и системных изменений в Беларуси. Потому что, как вы знаете, только сегодня около 10 человек были объявлены экстремистами. Репрессии продолжаются. Наша цель — их остановить. Президент Трамп сейчас использует пряники. Но он может использовать и кнут. Он потребовал освобождения 1300 человек. Посмотрим, что будет дальше. Лауреат Нобелевской премии мира из Беларуси Олесь Беляцкий заявил в субботу 13 декабря, что готов продолжить свою работу правозащитника после освобождения вместе с другими заключенными по итогам переговоров между Беларусью и Соединенными Штатами. Как вы себя чувствуете? Еще утром, глубоко ночью я был в тюрьме, лежал там, так сказать, абсолютно в других условиях, на нарах, в помещении, где было там почти 40 человек. И сейчас я на свободе, конечно, ощущение, учитывая, что 4,5 года провел в таких условиях, в тюрьме, то сейчас ощущение еще не совсем понятное для меня. Но я думаю, что достаточно быстро освоюсь, и приму действительно то, что я на свободе, то, что я в свободной стране. Что для вас значит то, что вы получили Нобелевский приз? Нужно сказать, что эта Нобелевская премия была дана не только мне лично, а всем белорусским активистам и всему белорусскому народу, который выступал и выступает за демократию, за права человека в Беларуси, который продолжает свою борьбу. Хотя она у нас идет непросто и тяжело, через тюрьмы, тысячи людей сидели и сейчас продолжают сидеть в тюрьмах. Мои коллеги, мой коллега Валентин Стефанович, правозащитник, также продолжает еще сидеть, несмотря на то, что меня освободили. Поэтому наша борьба продолжается. И Нобелевская премия, я думаю, была определенной оценкой нашей активности, наших стремлений, которые еще не достигли своего воплощения. Поэтому борьба продолжается. Что это значит освобождение? Освобождение – это значит встретиться с семьей, встретиться с друзьями и продолжить работу как правозащитнику. На что вы надеялись все это время? Я был уверен, что я окажусь на свободе раньше определенного мне срока, потому что суд определил мне 10 лет тюрьмы, из них 4,5 года я был в тюрьме, я был уверен, что я окажусь на свободе рано или поздно. Вот это случилось сейчас. Я рад, я очень рад. Что вы будете делать теперь? Нужно прийти в себя немного, подлечить здоровье и после этого продолжать работу. Один день – это то, что касается каждого.
Поддержите канал, чтобы мы могли и дальше показывать главное. Громкая и скандальная речь немецкого канцлера Фридриха Мерца на съезде ХСС в Мюнхене. Всего за 45 минут он наговорил на несколько крупных политических стычек. Назвал Трампа и Путина ультраправыми политиками. Кроме того, Путина Мерц сравнил с Адольфом Гитлером во время захвата Судетской области Чехословакии. Также Фридрих Мерц считает, что сейчас происходит тектонический сдвиг мировых политических и экономических центрах власти. Полный масштаб происходящего в мире, вероятно, станет понятен лишь спустя много лет. Да, мы не воюем, но мы больше не живем в мире. И нам необходимо четко это понимать, приступая к решению задач, которые нам сейчас предстоят. И, кстати, 24 февраля 2022 года не был первым днем. На самом деле, май 2014 года – это тот день, когда мы должны были это знать. И я хорошо это помню. Именно тогда была опубликована знаменитая книга Кристофера Кларка о лунатиках. И многие из тех, кто в то время нес политическую ответственность в Европе, ссылались на эту книгу и проводили аналогию между 1914 и 2014 годами. Исторические аналогии всегда следует проводить с осторожностью. Но вывод о том, что нам следует сейчас избегать столь же тихого и незаметного втягивания в конфликт, как в 1914 году, по крайней мере задним числом, оказался принципиально ошибочной исторической аналогией. Вероятно, было бы точнее использовать в качестве исторической аналогии 1938 год. На самом деле, именно такую картину мы должны были наблюдать еще в 2014 году. А с 2022 года, самое позднее, мы знаем, что это российская агрессивная война против Украины, против Европы. И если Украина падет, этому не будет конца. И точно так же, как Судетской области в 1938 году оказалось недостаточно, Путин не остановится. И любой, кто до сих пор считает, что он сделал достаточно, должен внимательно проанализировать его стратегии, документы, речи и публичные выступления. Нет, мои дорогие друзья, речь идет о фундаментальном изменении границ в Европе, о восстановлении старого Советского Союза в его пределах, что представляет собой масштабную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то принадлежали этой империи. Поэтому, на мой взгляд, важнейшим приоритетом в области внешней политики и политики безопасности сейчас является, во-первых, обеспечение осознания этого факта, и, во-вторых, обеспечение продолжения оказания помощи Украине, чтобы мы не ставили это под сомнение и чтобы все это было связано с единством Европы. И я еще раз включаю Соединенное Королевство в эти стратегические соображения. Мы должны стараться как можно дольше сохранять НАТО и Западный альянс, но также инвестировать в собственные оборонные возможности, чтобы сдерживание снова работало. Мы внесли поправки в закон о воинской повинности и первоначально пытаемся добиться необходимого роста наших вооруженных сил на основе добровольной службы. Это тоже непростое решение. И некоторые из нас, включая меня, возможно, предпочли бы более далеко идущие решения. Но мы оставляем за собой право на это. Если нам не удастся так быстро увеличить численность солдат, как это необходимо, то до конца этого законодательного периода мы должны обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере, для молодых мужчин. Мы пока не можем включить в них женщин, потому что это не предусмотрено основным законом. Я бы предпочел, чтобы это изменилось. Дорогие друзья, я хотел бы ввести в нашей стране обязательный год социальной службы, потому что я твердо убежден, что значительная часть молодого поколения готова служить этой стране. А если это невозможно сделать на основе обязательной службы, то мы, безусловно, хотим сделать ее максимально привлекательной для добровольного участия. Потому что именно в этом наш ответ молодому поколению. Эта страна предлагает множество возможностей. И мало какие страны могут предложить больше возможностей, чем Германия. Но мы также хотим, чтобы вы внесли свой вклад, чтобы эта страна могла мирно и свободно двигаться в будущее. В настоящее время мы делаем это на добровольной основе. И если потребуется, в течение этого законодательного периода мы сделаем это обязательным. Мы делаем все это именно для того, чтобы стать способными защитить себя.
Будапешт взорвался протестами против Орбана, и повод на этот раз жуткий. Десятки тысяч людей вышли на улицы с факелами и плюшевыми игрушками в поддержку детей, ставших жертвами насилия в системе государственной опеки. Это аналог детских домов и интернатов. Протестующие прошли по улицам города с плакатами «Защитим детей» в знак солидарности с жертвами физического насилия. Речь идет о преступлениях, которые, по данным следствия, происходили на протяжении нескольких лет. Акцию возглавил лидер оппозиции Петер Мадьяр, который потребовал отставки главы правительства на фоне скандала о насилии в Государственном центре для несовершеннолетних. Я хочу задать вопросы. Как вы можете позволять, чтобы вас избивали, унижали, насиловали? Почему вы молчите? Почему молчит президент республики? Эта история уже замкнулась. Этой власти пришел конец. Потому что наша страна дошла до точки, когда дальше ждать нельзя и недопустимо больше оставаться в тишине. Прокуратура сообщила, что к настоящему моменту задержаны 7 человек, связанных с Будапештским центром для несовершеннолетних. Бывшего директора учреждения подозревают в организации преступной сети, отмывании денег и торговле людьми. На этой неделе правительство передало все 5 подобных учреждений в стране под прямой контроль полиции. Исполняющий обязанности директора центра подал в отставку после публикации видеоматериалов оппозиционным активистом Петром Юхасом. Правительство должно немедленно уйти в отставку, но, на мой взгляд, они и по другим причинам должны уйти. Все это лишь укрепляет меня в этом убеждении. Честно говоря, я не думаю, что в какой-либо другой европейской стране правительство не подало бы в отставку из-за такого. С каждым днем всплывает все больше возмутительных вещей, таких, о которых я даже не думала, что они возможны в этой стране. Сам Виктор Орбан осудил произошедшее, назвав злоупотребления недопустимыми и преступными. При этом скандал стал серьезным ударом по его позициям накануне выборов, которые должны пройти уже в апреле. Иранские власти задержали иностранный танкер в Оманском море по подозрению в контрабанде топлива. По данным судебных органов провинции Хормозган, судно перевозило более 6 миллионов литров горючего без каких-либо документов на груз и маршрут. Во время перехвата экипаж отключил навигационные системы и не подчинился требованиям остановиться. На борту находились 18 человек, граждане Индии, Шри-Ланки и Бангладеш. Все они задержаны, возбуждено уголовное дело, начато расследование, а груз подлежит разгрузке. В Тегеране подчеркивают, что подобные операции якобы часть борьбы с масштабной контрабандой топлива, которую вывозят из Ирана по морю в страны Персидского залива из-за крайне низких внутренних цен на бензин. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал «Один день» и не пропустите главное.